Всем привет! Сегодня обсуждаем фильм «Сомерсби», 1993 год, режиссер Джон Эмиэл. В главных ролях Ричард Гир и Джоди Фостер. Итак, сюжет. После окончания гражданской войны Джек Сомерсби возвращается на ферму, где остались жена и сын. Жена, сын и собака принимают его настороженно, но если жена и сын где-то сомневаются, то собаку не проведешь, и на следующий день ее обнаружили мертвой. Вообще не понял, зачем он ее убил. Помню, в детстве меня это сильно возмущало. Сейчас пересмотрел, и опять непонятно. Он при первой же встрече смог прекратить ее лай. А потом бы она привыкла и все дела. Более подозрительно, что она сразу умерла после его приезда. О чем ему потом сказал его конкурент. Ухажер жены в его отсутствие. Муж и жена спят в разных комнатах, и зритель догадывается, что до войны в их отношениях не все было так гладко. Но постепенно, день за днем, все налаживается, сын признал отца, супруги спят в одной комнате. У Джека много земли, но их семья не может обработать самостоятельно, и ему приходит в голову разбить землю на участки и продать их сельчанам. На вырученные деньги купить семена табака, посеять, продать. Раньше пытались сажать хлопок, но он не давал хорошего урожая, наверное, из-за климатических условий. Что меня удивило, жители села объединились, чтобы выращивать табак. Чем вам не колхоз или совхоз? А у нас все порушили. Еще надо упомянуть, что пока Джека не было, его жене помогал один товарищ. Тот, о котором я говорил. И она ему обещала, что если на следующий год муж не вернется, она выйдет за него замуж. Вскоре Лоррейн забеременела и родила девочку. Табак рос, было нашествие гусениц, но они справились с этой бедой, опрыскивая мыльным раствором. Все были счастливы, но однажды приехали представители власти и арестовали Джека за убийство, которое якобы он совершил много лет назад. Но Джек заверил ее, что он никого не убивал. Чтобы муж остался жив, жена свидетельствует против мужа и говорит в суде, что этот человек не ее муж. Джек не может этого допустить, так как от имени Джека Сомерсби он поставил свою подпись на закладных, и если суд признает, что он не Сомерсби, люди, которые доверились ему, потеряют земли, которые он им продал. Вообще странная история. Как сказал один из свидетелей, он мошенник, который собрал с жителей какого-то поселения деньги на строительство школы или чего-то подобного. Собрал и сбежал с ними. Непонятно, правда это или нет, но то, что он решил выдать себя за другого, тоже говорит о том, что он мошенник. Хорошенькое дельце присвоить себе чужую землю и дом. Жена не могла не узнать мужа, но, видимо, ее устраивало его доброе к ней отношение, и она просто притворилась. Жена стоит на своем, продолжая утверждать, что Сомерсби не ее муж. И ее главный аргумент – тебя не повесят за убийство, которого ты не совершал, а посадят на несколько лет за мошенничество. А он ей в ответ: а зачем меня вешать, я буду уже мертв. То есть я потеряю свое лицо, я потеряю свою репутацию. Как ты вернешься на ферму с незаконно рожденной дочкой? А сын, что ты им скажешь? Кто их отец? Мошенник? То есть Джек Сомерсби готов был умереть за преступление, которого не совершал, хотел зайти на эшафот достойным Джеком Сомерсби, которого люди уважали, и хотел нести ответственность за сделки и не хотел подводить людей. А ведь для человека самое ценное – это жизнь, и он цепляется за нее всем своим нутром, порой унижаясь, предавая, теряя свое лицо. Этот нервный диалог в суде между мужем и женой ценой в жизнь – это апогей фильма. Жена: ты не Джек Сомерсби. Муж: откуда ты знаешь? У тебя нет доказательств. И так несколько раз. Жена: потому что я никогда его не любила так, как тебя. Муж: так скажи мне, Лоррейн, не кривя душой, я твой муж? Пауза. Жена: да, муж. Спасибо. Вообще для самозванца странное поведение. Вроде как благородный мошенник. Присвоил землю, распродал ее и еще беспокоится, чтобы сделки не аннулировались. При этом готов принять смерть. Должна быть причина, чтобы человек отказался от собственного имени. Либо он действительно преступник, либо он просто нищий. А потом вдруг в нем проснулась совесть, или что это, я не знаю. И вообще непонятно, зачем он изначально решился на обман. Потом в тюрьму приходит жена и рассказывает, что табак купили по цене $12. Джек счастлив. Он предполагал, что по 8. Надеялся, что может быть по 10, а тут 12. Он счастлив, что все получилось, и они с Лоррейн заработали $10 000, и это накануне казни. Джек просит об одном, чтобы Лоррейн присутствовала на казни. Она отвечает: только не это, я не смогу. Сцена казни: Джеку связывают ноги, но он, не найдя в толпе Лоррейн, истерично говорит: я не готов. И тут сквозь толпу прорывается Лоррейн. Джек истошно кричит: Лоррейн. Она в ответ: Джек, я здесь. Он успокаивается. Они улыбаются друг другу. Сколько раз я смотрела этот фильм, столько раз и плакала. Человеку пришлось солгать не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы умереть. Замечательный фильм.
Сюжет кажется абсурдным, но каково же было мое удивление, когда оказалось, что такая история когда-то произошла во Франции. Человека звали Мартин Гер. Гир, вообще интересно. Даже написание на латинице отличается только удвоенной «р» и наличием перед «е» буквы «у», которая не читается. Так вот, этого Гера собственный отец обвинил в краже зерна, из-за чего ему пришлось сбежать. Потом какой-то непутевый человек, внешне похожий на него, решил этим воспользоваться. Начал выяснять подробности жизни этой семьи, чтобы в нее вписаться. И это ему удалось. Причем он с удовольствием стал заниматься сельским хозяйством. В суде тоже пытались определить его личность, родственники думали, что это он, жена сомневалась. Вот как жена может сомневаться, это же абсурд. И так же, как в фильме, обувщик заметил, что нога его стала меньше. Никогда бы не поверил, что такая история может произойти на самом деле. Давно в 90-е она мне казалась бредовой. Пересматривал и тоже не верил. Столько нюансов, столько людей, столько воспоминаний. Вернемся к реальной истории. Что смешно, более 150 человек, включая 4 сестер, были уверены, что самозванец – это настоящий Мартин Гер. Но реальный Гер не умер и пришел на одно из заседаний, которых было много. И показания о прошлом у самозванца были убедительнее, потому что Гер просто не мог вспомнить некоторые факты. Однако в итоге семья, сравнив 2 человек, все же уверенно опознала их настоящего родственника. А самозванца казнили перед домом Мартина Гера. Совершенно фантастическая история. Люди сами себя обманывают, если все нормально, намеренно поддерживают иллюзорность. Но в фильме героя, конечно, решили сделать положительным. Я вообще поражаюсь, как часто в фильмах из преступников делают положительных героев. Как это им удается? Отвечая на вопрос, почему аферист, мошенник вдруг стал положительным персонажем, ну, я думаю, а почему бы и нет? Когда он слушал рассказы настоящего Сомерсби, наверное, он в душе где-то завидовал, что у него хорошая жена, семья, дом, ну, какое-то хозяйство. И вернувшись и заменив мужа и полюбив эту женщину, родив ребенка, он, наверное, понял, что такая жизнь ему нравится, такая жизнь ему по душе. И поэтому он изменился, вполне могло такое быть. Любовь может изменить человека. И хорошее отношение к тебе. Наверное, вот как-то вот так. Ну, на этом все. Всем пока. Пока.